Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, I offer pranams to our Gurudev, Vishnupada Dandi Swami Sri Bhaktivedanta Narayan Gosai Maharaj. В первую очередь я предлагаю свои поклоны Николаю Прежнему Вишнупаду Шкетару Шату Шишину Бхактивиданта Нараяну Госай. Also, our Rupanunga Guru Parampara, all devotees, thank you for coming. Также Руpanunga Guru Parampara, всем преданным спасибо, что пришли. Not so many came from last night. Не так много пришли после вчерашнего вечера. Anyway, 1-2 survivors are there. Но одного-двух выживших я вижу. So last night we talked a little bit how the soul came to material existence. Вчера вечером мы говорили немножко о том, о материальном существовании. Как душе можно выйти за пределы материального существования. No need to repeat everything, no? Не надо же все повторять, правда? But the soul chose separateness from Krishna, therefore the soul came here to be independent. И душа выбрала быть отдельно от Кришны, она выбрала быть независимой. Right, Dennis? Правда? Dennis? Денис, Remember everything from last night? помните все со вчерашнего вечера? Okay. Хорошо. Most people hear this, do not want to come back for another class. Большинство людей, когда они слышат это, они больше не хотят возвращаться на лекцию. Right? When they hear you are not the enjoyer, what? What a terrible philosophy. Когда они слышат, ты не наслаждающийся. Что? Что за ужасная философия? Everyone wants cheating religion. No? И все хотят такую религию обмана. Even they practice some religion that is for material enjoyment. Даже если они практикуют какую-то религию, они практикуют это ради материального наслаждения. But the soul is not material. Но душа, она не материальна. So that will not satisfy us. Поэтому это нас не может удовлетворить. So, the soul moves through so many births. Душа двигается через очень большое количество рождений. Last night we heard 8,400,000 species. Вчера мы слышали 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. And only human form possible to achieve liberation from birth and death. И только в человеческой форме жизни возможно достичь освобождения от рождения и смерти. Padma, come here. Падма, подходи. Where's your mother? Где мама? Oh, okay. Very nice. So, where's your Tulsi? Где Тулси? Production. I have production. So, Guru Maharaj gives one example, not to waste the human form of life. Гуру Махарадж приводит пример, что не нужно попросту растрачивать человеческую форму жизни. There was one beggar. И был один попрошайка. Radhe Sham, Radhe Sham. Радышлям, Радышлям. So he entered one house. И он пришел в один дом. He was hoping to collect some donation, У него была надежда, что он получит какое-то пожертвование. but he was blind. Но он был слеп. So as he went, he opened one door and entered the room. Как всегда, он открыл одну дверь и зашел в комнату. That room was very big, Но эта комната была очень большой. so he could not find a way out. Поэтому он не мог найти выход оттуда. So he began feeling along the wall. И он начал прощупывать вдоль стены. So along the wall was 8,400,000 different doors. И в этой стене было 8 миллионов 400 тысяч разных дверей. Each time he tried to get out, door was locked, door was locked, door was locked. И каждый раз, когда он пытался выбраться, дверь была закрыта, 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 снова закрыта. So he went all the way around. И он прошел весь круг. And just when he was about to put his hand on the open door, his nose was itching. He went like that and missed the door. И вот только он уже подошел к двери, которая была открыта, у него зачесался нос, он почесал нос и пропустил дверь, которая была открыта. So again he went round. И снова ему приходится пройти. Okay, Dennis, scratching the nose Итак, Денис, чешете свой нос? means animalistic activities. Это значит живоподобная деятельность. Eating, sleeping, mating and defending.
спим, едим, совокупляемся и защищаемся. This in all species of life. Это есть во всех видах жизни. Padma, even a worm in stool has boyfriend. Ладно, даже у червя в испражнениях есть бойфренд. This is nothing special. Там нет, в этом нет ничего особенного. Eating, sleeping, mating and defending is for all species. Есть, спать, совокупляться и защищаться — это для всех видов жизни. Во всех видах жизни доступно. But human form of life is not meant for that. Но человеческая форма жизни создана не для этого. So last night we little discussed this. Вчера вечером мы немножко об этом говорили. Sometimes for happiness he performs bad activities, sometimes he performs pious activities. Иногда мы совершаем неблагочестивую деятельность, иногда благочестивую деятельность. Therefore sometimes he achieves a higher destination, sometimes a lower. Поэтому иногда душа достигает высшего положения, иногда низшего. Kabu sukhi, kabu dukhi, kabu dasa prabhu. Sometimes he's happy, ha, sometimes sad. Иногда он счастлив, иногда печален. Sometimes master, sometimes servant. Иногда он господин, иногда слуга. Kabu daiva, kabu daitya, kabu dasa prabhu. Sometimes demigod, sometimes demon. Иногда полубог, иногда демон. Sometimes a brahmin, Иногда браман, aristocratic family. в какой-то аристократической семье рожден. Sometimes worm and stool. А иногда червь в испражнениях. Up and down, up and down. Вверх, вниз, вверх, вниз. So, how he escaped? И как же выбраться? How he can have knowledge of his true self? Как обрести знание об истинном себе? That only comes in association of the devotees of Krishna. Это приходит только в общении с преданными Кришны. Therefore it says, Krishna Bhakti Janmamol Hoi Sadhu Sang Krishna Prem Janatana Punamukyam. The birthplace of devotion is association of the devotees of Krishna. Место рождения преданности — это общение с преданными Кришны. Why? Почему? Devotion comes from devotion. Потому что преданность исходит из преданности. Bhakti Sanjatiya Bhakti. Bhakti comes from Bhakti. Бхакти приходит из бхакти. Devotion only comes from devotee. Преданность приходит только от преданного. So even though it is our eternal nature to be servants of Krishna, until we come in contact with the devotee, with the Vaisnava, that nature will not manifest. Даже зная о том, что наша вечная природа — быть преданными Кришне, эта природа полностью не проявится до тех пор, пока у нас не будет общения с преданными Кришне. Understand? Even if you ask God, give me devotion, He say, I cannot help you. Даже если вы попросите Бога, пожалуйста, дай мне преданность, Он не сможет вам помочь. Because Krishna does not have devotion. Потому что у Кришны преданности нет. He is God. Он Бог. Only devotee has devotion. Только у преданных есть преданность. So Krishna can give anything. И Кришна может дать все. But if you say, give me mercy, give me devotion, Krishna will say, I cannot help you. Но если вы попросите его, пожалуйста, дай мне милость, дай мне преданность, он My скажет, pocket я is empty. не могу тебе ничем помочь, мои карманы пусты. But Krishna will give mercy, He will send you towards the association of devotees. Когда Кришна дает милость, Он отправляет вас в общение с преданными. Okay, so Brahmanda, Brahmatikon, Bhagavana Jeev, Guru Krishna, Prasadipai, Bhakti Radhabich. The soul moving in this cycle of birth and death since time without beginning. Душа передвигается в этом круге рождения и смерти с незапамятных времен. But by the mercy of Krishna and Guru, he gets the seed of devotion. Но по милости Кришны и Гуру у него в сердце появляется семя преданности. Why Krishna's mercy? Почему? Почему? Потому что это милость Кришны. Because he made us in the first place. Потому что, во-первых, Он нас создал. Without Krishna, we would not exist. Без Кришны мы бы не существовали. So his mercy is first. Поэтому Его милость, это, во-первых, это Его милость. And without the mercy of Guru, we cannot realize that. Но без милости Гуру мы не можем осознать это. We may have a seed and we put it there. You will leave it there for 500 years, 1,000 years, 10,000 years, but it will not sprout. Если мы возьмем семечко и положим его на пластиковую колонку, то оно может там лежать годы, 100 тысяч лет, 200 тысяч лет, но оно не прорастет. When the farmer puts water, then it sprouts. Но если фермер будет поливать, посадит землю, будет поливать, то оно прорастет. Only when the soul contacts devotion, then the nature of devotion manifests. Только когда душа контактирует с преданностью, тогда только истинная природа души проявляется. Chaitanya Mahaprabhu gave a very simple example to Sanatana Goswami. Чайтанья Махапрабху дает очень простой пример Санатани Госвами. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself.
Чайтанья Махапрабху — это сам Кришна. So, Mahaprabhu told a story. Махапрабху рассказывает историю. There was a boy, he was like an orphan. There was one boy, he did not know who his mother and father was. Был один парень, мальчик, он не знал, кто является его матерью и отцом. So he was thinking himself very poor, И он думал о себе, что он очень бедный. moving here and there, no protection, no shelter. И он повсюду ходил, у него не было ни прибежища, ни защиты. But he met one astrologer, Но он встретил одного астролога, proper astrologer. истинного астролога. 99% of astrologers are cheaters. No? 99% астрологов, они обманщики. Guru Maharaj said, if astrologers know everything, how come every astrologer you ever met is always asking you for money? Гуру Махарадж говорил, что если астрологи действительно знают обо всем, то зачем же они постоянно занимаются астрологией и просят денег? So, but this was all-knowing astrologer. Но это был действительно всезнающий астролог. So that poor boy somehow came to him. И этот бедный мальчик каким-то образом попал к нему. Astrologer said, my dear boy, Астролог сказал: мой дорогой мальчик, you know this story, Yaroslav? знаете эту историю, Ярослав? Chaitanya Shikshamrita. Это Чайтанья Charitamrita. Чайтанья Чайтанья. Your father left you a great wealth. О, мой дорогой мальчик, твой отец оставил тебе великое богатство. Where? Где? Courtyard of your house. В одном из углов твоего дома. Mean it was right there all the time, but you didn't know it. Это означает, что оно всегда там было, но он об этом не знал. So in the courtyard you will find the treasure. И в одном из углов ты найдешь это сокровище. But don't dig in the north. Но не копай на севере. In north is one ghost. На севере там призрак живет. No, if you dig up the ghost, he'll come and attack you. И если ты начнешь копать на севере, он придет и атакует тебя. Don't dig in the south. Не копай на юге, There's many wasps. потому что там очень много ос. You dig them out, they'll come and give you so much pain. Если ты начнешь копать на юге, то они придут и начнут тебя кусать. Очень много Don't dig in проблем. the west. Но не копай на западе, There's a piton. No? потому что там питон живет. He bite you, he take your life. Он укусит тебя и заберет твою жизнь. But you dig in the west just a little bit, remove the soil, you'll find the treasure. Но если ты просто немножко покопаешь на востоке, сдвинешь немного землю, ты сразу найдешь свое сокровище. Okay, so what is the meaning? И в чем же смысл? Who is the father? Кто такой отец? God, Krishna. Это Бог Кришна. He gave us a great wealth. Он оставил нам великое богатство. Where? Где? In the house. В доме. This body also called house. Это тело также называют домом. Pumsam. Savai pumsam parodharma yatir bhakti adoksaja. One who lives in a house, he is called pumsak. Тот, кто живет в доме, его называют пумсам. That is us. Это мы. We're the soul living in the house of the body. Мы души, которые живут в доме тела. So this body like a courtyard. Поэтому это тело подобно... What is the treasure? И каково же богатство? The soul's own identity. Это отождествление себя души. The soul's real religion. Истинная религия души. But don't dig in the north. Но не копай на севере. In the north is many wasps. На севере очень много ос. That is the process of karma. Это так называют процесс кармы. No? Здесь. Many people think the goal of life, be a good person, do good. Многие люди думают, что цель жизни в том, что будь хорошим и веди себя хорошо. So they spend their whole life performing so-called good activities. И они проводят всю свою жизнь, занимаясь так называемой благоприятной деятельностью. Giving charity, Раздают пожертвования, building free hospital, строят бесплатные больницы, give donation to the bonjas. раздают пожертвования бомжам. No? They spend their life in these activities. Они проводят свою жизнь в этой деятельности. This is like many, many wasps. Это подобно большому количеству ос. Why? Почему? So much pain, so much trouble. Потому что очень много боли, проблем приходит. So much hard effort to earn money, then you give to others. It's like one pain. Когда ты очень много делаешь, очень сильно работаешь для того, чтобы получить деньги, и потом отдаешь, это как что-то типа боли. The activities of karma, performance of pious activities, give suffering to you and to everyone. Yes. И деятельность в карме, она приводит, она дает боль тебе и другим.
The pious activities give suffering to yourself and to others. И благоприятная деятельность, она приносит страдания и тебе самому, и другим. Right, Yaroslav? Правда, Ярослав? Some bombs, you give him 100 rubles, what does he do with it? Когда ты бомжу какому-нибудь дашь 100 рублей, что он будет делать с ними? Who's responsible? И кто же ответственен за то, что он будет пить? He is now going to hell by drinking alcohol and eating hamburgers. Кто тоже пойдет в ад за то, что этот человек пьет алкоголь и ест гамбургер? Who's responsible for that? И кто же ответственен за это? You are. So he will suffer and you will also suffer. Итак, он будет страдать, и ты также будешь страдать. Why you gave the wrong thing to the wrong person at the wrong place at the wrong time. Потому что ты дал неправильную вещь неправильному человеку, не в правильном месте и в неправильное время. Guru Maharaj gives an example. Imagine one man, he very wealthy, he builds a free hospital. Представь, Гуру Махарадж дает пример. Представьте, один очень богатый человек, он построил бесплатную больницу. So one criminal, he's robbing a house. И 3-4 bullets. 3-4 пули. So the criminal, he crawls out of the house. И этот преступник, он каким-то образом выбирается из дома, He goes on the road. идет на дорогу. Some man, he doesn't know this is criminal. He doesn't know. И какой-то человек, он не знает, что это преступник. So he takes the criminal to the free hospital. Он берет этого преступника в бесплатную больницу. He has many operations, eats so much medicine. И там много операций он проводит, он съедает очень большое количество лекарств. 3-4 months he's in the hospital. 3-4 месяца он в больнице лежит. When he gets out of the hospital, what's the first thing the criminal does? И когда он выберется из больницы, что же первое сделает этот преступник? What? Что? He goes back to that same house and kills the owner. Он пойдет в тот самый дом и убьет хозяина. Who is responsible for the murder? И кто же несет ответственность за убийство? Who? Кто? The man who built the free hospital. Тот человек, который построил бесплатную больницу. He tried to do a good activity, but the result was opposite. Он пытался совершить благочестивый поступок, но результат был противоположный. Understand? Понимаете? You donate your kidney to someone, he becomes the next Adolf Hitler. Вы, например, кому-то свою почку отдали, а он становится следующим Адольфом Гитлером. Whose fault? И чья же это вина? Your fault. Ваша вина. So karma, many examples of this. Many. Очень много примеров подобного. Even if you do that activity perfectly, what will be the result? Some temporary residence in the heavenly planets, not more than that. И даже если вы какую-то благочестивую деятельность произведете идеальным образом, что вы получите? Какое-то наслаждение на райских планетах, ничего больше. Временное наслаждение на райских планетах. So difficult to perform. Сложно произвести, сделать нормально. Even if you perform it perfectly, temporary result. Но даже если ты сделаешь все правильно, ты получишь временный результат. And you make some mistake, opposite result. А если небольшая ошибка будет, то результат будет противоположный. There's another story mentioned in Bhagavad Puran. Есть другая история, которая упоминается в Бхагавата Пуране. One king named Rika. I'll start. One Krishna's family were playing in one park in Dwarka. И семья Кришны, она играла в одном парке в Двараке. Their football went down one well. Тогда футбола не было. Football. Футбол не играли. So they looked, and that well was a huge lizard, chameleon. И они играли на огромном пруду. So the lizard was so big they could not lift him out. So huge. И там был огромный колодец, и мяч туда упал, настолько он был глубоко, что его невозможно было достать. And so they called Krishna. И они позвали Кришну. Krishna easily lifted him out with his left hand. И Кришна легко это достал своей одной левой рукой. So by the touch of the lotus hand of Krishna, the lizard assumed the form of a demigod. И они думали, что ящерица была в колодце. В общем, он легко достал эту ящерицу, да? Нет, когда он доставал мяч из колодца, он коснулся ящерицы, Кришны. И когда он доставал мяч из колодца, то Кришна коснулся рукой ящерицы. So everyone was amazed. И все были поражены. So Krishna asked, "Oh, great personality, you look like the sun god, so effulgent." И Кришна спросил: «О, великая личность, ты выглядишь как солнце». Sun god.
все. Ящерица превратилась в полубога, и Кришна обратился: о, великая личность, ты выглядишь подобным Богу Солнца. So demigod said, "Oh Krishna, everything you know, past, present, future. И полубог сказал: о, Кришна, ты знаешь все, прошлое, настоящее, будущее. You are in every atom, therefore nothing is unknown to you. Ты находишься в каждом атоме, поэтому нет ничего, чего бы ты не знал. But still you are asking, so I must tell. Но все же ты спрашиваешь, поэтому я обязан тебе ответить. Perhaps you have heard of me. My name was Nrigha." Я предполагаю, что ты знаешь обо мне. Меня зовут Рига. I mean, with some pride, he was saying. То есть у него была некоторая гордость. Means you must have heard of me. То есть это значит, ты по-любому ты обо мне слышал. Because he was so generous person, so generous. Потому что он был очень известной личностью. Of all gifts, what is the best gift for someone? Из всех подарков, из всех даров, какой самый лучший дар? Так, Cow is best. корова самая лучшая. Why? Cow, good for everything. Потому что корова хороша для всего. Milk, smetana, cheese, everything comes from cow. Everything. Молоко, сметана, сыр, все приходит из коровы. So cow is like mother. Поэтому корова подобна матери. She gives us milk, so how we can kill her? А корова дает нам молоко, как же мы можем убить ее? This is great sinful activity. Это очень греховная деятельность. So all meat eaters, at least don't eat the cow. Поэтому все, кто едят мясо, пожалуйста, хотя бы не ешьте коров. Because cow is first mother. Потому что корова это подобна матери. So the king said, "I gave so many cows, no one can count." No one. И царь сказал: я раздал такое количество коров, что никто не может сосчитать. Someone can count the grains of sand on a beach, but no one can count how many cows I gave in charity. Кто-то сможет сосчитать песчинки на берегу океана, но никто не сможет сосчитать, сколько коров я раздал как пожертвование. Each cow was very gentle. И каждая корова, она была особенной. With first baby, Только с первым теленком, full of milk. полна молока. And the king would cover the horns of the cow in gold, И царь покрывал рога этой коровы золотом, and the feet in silver. а копыта серебром. Each cow was decorated with one silk rug. И каждая корова была украшена шелковым покрытием. And that rug full of pearls, silk, is very expensive. И это покрытие, оно было полно жемчуга, украшено жемчугом. Ну и шелк сам очень дорогой. Maybe each cow worth $50,000, $60,000 like this. То есть каждая корова, она как где-то 50-60 тысяч долларов стоила примерно. And king gave millions. А этот король, он раздал миллионы. Who? To who? Кому он раздавал? Very qualified Brahmins. Очень квалифицированным браманам. Each Brahmin was fully in control of his mind and senses. Каждый браман, он полностью контролировал свои ум и чувства. Each Brahmin was very learned in the Vedas. И каждый браман был очень хорошо знал Веды. Means the king was giving to the proper gift to the proper person. Это означает, что царь, он давал правильный дар правильным людям. But one day what happened? Но однажды что случилось? One of his cows went back to the cowshed. He gave so many cows to one Brahmin. One cow escaped and went back to the cowshed. The king gave the second cow again. И однажды он очень много коров отдал одному браману, но одна корова сбежала и вернулась обратно в стойло. И царь по ошибке отдал эту корову опять другому браману. The first Brahmin said, "That cow is mine." И первый браман сказал: это корова моя. Second Brahmin said, "No, that cow is mine. King gave him to me." Второй браман сказал: нет, это корова моя, царь отдал мне They ее. began arguing. И они начали спорить. They went back to the king. И они вернулись к царю. "Oh, king, you gave this cow to me." О, царь, ты отдал эту корову мне. "No, king, you gave to me." Нет, царь, ты отдал ее мне. King said, "I cannot remember." Царь сказал: извините, я не помню. "Oh, Brahmanas, please, I'm very sorry. О, браманы, пожалуйста, мне очень жаль. If you give that cow to me, I will give you 1,000 new cows each." Если вы отдадите эту корову мне, я дам вам каждому из вас по 1000 новых коров. "No, Нет. I give you 10,000 new cows, Я дам вам each по 10 тысяч коров. Нет. 100,000, По 100 тысяч коров. 1 million, По миллиону коров. 10 million. По 10 миллионов коров. We do not want that. We want what was given to us properly. We do not want anything else." Нет, мы не хотим ничего другого. Мы хотим, чтобы ты отдал нам то, что было дано нам правильно. The Brahmanas became angry. И браманы разгневались. They cursed him. Мы проклинаем тебя. "You are like a chameleon.
Ты подобен хамелеону. He changes. I give to you, I give to him. I give to you, I give to him. Все время меняется. We curse, you become committed. Все время меняется. Я дам тебе, нет, дам другому. Дам тебе, дам другому. Поэтому мы проклинаем тебя. He should have gone to heavenly planets. Where did he became a lizard? Он должен был пойти на райские планеты, а стал ящерицей. Okay, so that is karma. Это карма. How can one become purified from the result of materialistic activities by performing more materialistic activities? Как же кто-то может очиститься от того, что было создано материальной деятельностью, совершая больше материальной деятельности? So the path of karma, like many wasps, don't do that. Поэтому путь кармы, он подобен большому количеству ос. Не делайте этого. These days, the churches, they've become like mundane charity institutions. В наш век церкви стали подобны обычному институту пожертвований. Okay, these days, people, the idea of religion is feed someone. That is it. Идея религии стала в том, чтобы кормить кого-то. Okay. So, do not, and then in the West, there's a snake, python. А на Западе был змей-питон. Someone bitten by snake, what happens? That poison completely destroyed them. Что случается с тем, кого кусает змея? Яд полностью разрушает его. That is the path of yoga. Это путь йоги. No? Like a snake completely strangles someone. Как змея полностью опутывает кого-то. So many people do yoga, they're full of desire, how I can become very powerful, how I can attain mystic perfections. Итак, многие люди, они практикуют йогу с мыслью о том, как же я могу стать очень могущественным, как я могу обрести мистические силы. And they forget the goal of life. И они забывают о цели жизни. There's a story. Есть одна история. One yogi, he's born in one village, then he left for the Himalayas, and 20 years he performed austerities. He came back after 20 years and told everyone, now I can walk on water. Один йоги, он родился в одной деревне, но потом он оставил эту деревню, ушел в Гималайи, там он совершал аскезы на 20 лет, и затем он вернулся в свою деревню и сказал всем, я могу ходить по воде. So all villagers came to watch. И все деревенские пришли посмотреть. And the yogi, he walked across the river. И этот йоги прошел через реку. Everyone was cheering. Все аплодировали. But one old man, he started to, you are very foolish. Но один старик, он сказал, ты очень глупый. Why? Почему? I can get the boat for 2 rubles. No? Я за 2 рубля могу лодку нанять. Why you wasted 20 years just to do what is worth 2 rubles? Зачем ты потратил 20 лет на то, что можно сделать, просто заплатив 2 рубля? So people waste their life for useless powers. И люди тратят свою жизнь ради бесполезных сил. I read your mind. Я читаю твой ум. Who wants to read Malati's mind? Кому нужно читать ум Малати? I read your mind, I control you, I bring things from a distant place, like Sai Baba. No? He brings things from a distant place. All these things. Я читаю твой ум, я могу тобой контролировать. Или я могу достать какой-то предмет на очень большой дистанции. Как Сай Баба, он доставал предметы из What другого benefit, места. really? What benefit? Но какой смысл в этом? It's Правда, like a какой python. это как питон. So don't waste your time in yoga. Поэтому не тратьте свое время на йогу. And Gyan, И яна it is like a ghost. это подобно призраку. Someone becomes haunted by a ghost, they become another person. Если кем-то завладеет призраком, призрак, этот человек становится подобным совсем другому человеку. Anyone seen anyone haunted by ghost? Кто-то видел человека, которым завладел призрак? I've seen many. What are you guys doing? Я много видел. Чем вы вообще, ребята, занимаетесь? China, many. India, many. В Китае очень много, в Индии очень много, Africa also. в Африке. Very common. Очень часто это происходит. Can like that. No? People call schizophrenia. Schizophrenia. Шизофрения, да. It's like same thing, haunted by ghosts. Это похоже на это, как тот, кем завладел дух. You forget who you are, you think you are something else which you are not. That is the Ты забываешь, кто ты есть на самом деле, ты думаешь, отождествляешь себя с тем, кем ты не являешься. So by Gyan, speculative knowledge, people think, I am God. И через гьяну, через вот это спекулятивное знание, люди начинают думать, я Бог. I merge with God. Я сольюсь с Богом. I am God. Я сам Бог. I'm God, you're God, Я Бог, ты Бог. everyone's God. Все Бог.
But you say Krishna's God, they say no. Но если вы скажете Кришна Бог, они скажут нет. Everyone's God except Krishna. What is that? То есть все Бог, кроме Кришны. So this also one madness. То есть это тоже один из видов безумия. Many people think like that. Очень многие люди думают так. We are all God, only we forgot. Мы все Бог, просто мы забыли об этом. You're like in a dream, you forget who you are. Now you are dreaming, you think you're an individual soul. But when you wake up, you are God. Ты как будто бы сейчас заснул и забыл о том, кем ты являешься на самом деле. И ты видишь сны, но когда ты проснешься, ты вспомнишь о том, что ты Бог. It's like a person haunted by ghost. Это подобно тому, подобно человеку, которым завладел дух. So don't do that. Поэтому не делайте этого. So karma, jnana, yoga, this cannot give the result. Карма, гьяна, йога, это не может дать правильный результат. But you dig in the east a little bit, Но если ты немножко будешь копать на востоке, you find the result. ты найдешь свой результат. Your wealth. Твое богатство. Who are you? Кто ты? You are Krishna's servant. Ты слуга Кришны. And you find the wealth of love for him, prema. И ты найдешь вот это богатство, это любовь, према. Prem pumatu mahan, the fifth and ultimate goal of life, love of Krishna. Прем, это пятая цель, любовь к Кришне. But not many people searching for that. No? Но немногие ищут этого. All are scratching north, west and south. В основном люди пытаются копать на востоке, но на западе, севере и юге. And Dennis scratching nose. А Денис свой нос чешет. But little bit you practice devotion, you'll find the wealth of the soul. Но если вы немножко начнете практиковать преданность, вы найдете вот это богатство. Krishna says, Bahu janmanamadhi jnanamam pripadyante vasudev sarvamiti samhatma sadurva. After many lifetimes when his knowledge is perfect, then he comes to me. А Кришна говорит, после очень большого количества жизней, когда знание души становится совершенным, она приходит ко мне. Okay, understand? Понимаете? So the all-knowing astrologer, so the father, that is Gurudev, that is Bhagavan, Krishna. То есть отец это Бхагаван, Кришна. He gave this wealth in the heart of everyone. Он дал вот это богатство в сердце каждому. Who is the lost orphan? Кто же потерянный парень, вот этот сирота? That is us. Это мы. Who we are, what we are, we forgot. Кто мы, что мы забыли об этом. Who is the astrologer? Кто этот астролог? Gurudev. Гурудев. He knows where is the treasure. Он знает, где находится богатство. And his heart, that is the courtyard. А вот это сердце, это наш двор. That's why devotees wear saffron cloth. Поэтому преданные, они носят шафрановую одежду. That is the color of the rising sun. Это цвет восходящего солнца. That's why all deities of Krishna always facing in the east. Поэтому все божества Кришны, они всегда смотрят лицом на восток. When sun rises, all darkness is gone. Потому что когда солнце восходит, вся тьма рассеивается. So when devotion to Krishna arises in the heart, all ignorance is automatically dispelled. Поэтому, когда преданность Кришне, она восходит в сердце, все невежество, оно расходится. One who attains devotion to Krishna never takes birth in the mother's womb again. Тот, кто обретает преданность Кришне, он никогда больше не рождается из чрева матери. But without association of devotee, you cannot understand, you cannot feel. Но без общения с преданными вы не можете этого понять, вы не можете это почувствовать. No? Like how many are here tonight? Как, например, сколько сегодня, да? Вечером? 40 maybe? Может быть, 40 человек. Last night was 70. Ну, вчера вечером было 70. Tomorrow night will be less, you watch. Завтра будет еще меньше, вы это видите. Why? Почему? Why people have no taste in these topics? Потому что у людей нет достаточного вкуса к этим темам. If we had advertised free vodka and chicken wing night, we'd have to rent a football stadium. Если бы мы дали рекламу бесплатная водка и курица, то нам бы пришлось арендовать стадион. Right? Even Moscow stadium wouldn't be big enough. No? И, может быть, московские стадионы были бы недостаточно большими. Gaur Govinda would say, if we put naked dance night, millions would come, millions. Если бы Гаур Говинда Махарадж говорил, что если бы мы развесили объявление, что это ночь без голых танцев, то пришло бы другое количество людей. But you put topics, pure Krishna consciousness, Harikatha, topics of Krishna, how many come? 20, 30. Но если вы пишете объявление о том, что будет чистая Кришна Катха, чистые темы о Кришне, то сколько людей приходит?
and half of them waiting, what's for dinner? No? И половина из них ждут ужина, в общем. Что нам раздают, какие сладости? If it's the soul's nature to serve Krishna, why so few are coming? Why so few have taste in that? Если это истинная природа души, почему тогда только несколько человек приходят? In Почему? other words, who will come for sadhu sanga? Другими словами, кто же приходит на садхусангу? What's Prabhu's name from Ufa? What's your name again? His wife came to India. Ваша жена приезжала в Индию. I tried to make her bring you to India, but she said you didn't want to come. Я постарался ее уговорить, чтобы она вас привезла в Индию, но она сказала, что не хотит. She is in India now. Yes. But I said you should bring your husband. Я сказала, что она должна привезти мужа тоже. He said you didn't want. She's saying, So, anyway, you're too much lucky. Why you married her? There are a million of other girls are there. Все равно вам очень сильно повезло. Почему же вы женились на ней? Есть миллион других девушек. And always you get a chance to hear about Krishna, even you don't like too much, but hearing something, where's my wife? Brindavan, Brindavan, Brindavan. Why is she always go Brindavan? What's in Brindavan? No? Why she don't like, always you're thinking Brindavan, Brindavan. Why she go there, sat down to know Krishna? Many things you are thinking, otherwise you would not think this. В общем, я понял. I think everyone understood it. So, that means, who has sukriti, they come for sadhusanga. то есть означает, у кого есть секреты, тот приходит к садхусанге. They find too much taste, too much interest in these topics. У них очень много вкуса, очень много интереса к этим темам. So that is called sukriti. И это называется сукрити. This morning we're talking a little bit about kriti. Этим утром мы немножко говорили о крите. Kriti means good activities. Action. Крити это значит благоприятная деятельность. Kriti is sadhya. Anyway, that was morning class. So, Это было тренинг. sukriti Сукрити means some connection with the service of Bhagavan performed even without knowledge. То есть какая-то связь была с служением Бхагавану, даже, возможно, неосознанная, без знания. Knowingly or unknowingly, contact something in relation to Krishna. То есть осознанно или неосознанно человек какой-то контакт имел с преданностью Кришне. That is called sukriti. Это называется сукрити. Full technical name, Bhakti Unmukh Sukriti. Есть правильное техническое имя Бхакти Сукрити. Madhavi, we were talking about you on the train today. Мадхави, мы сегодня о тебе в поезде разговаривали. Very lucky you turned up. Очень удачно, что ты пришла. Okay, come sit comfortably. Проходи, нормально садись. Sukriti. So, ordinary pious activities give material sukriti. И обычная материальная деятельность дает материальную сукрити. Обычная благочестивая деятельность. That comes and goes. Это приходит и уходит. You enjoy, then your good sukriti is exhausted by that. Когда вы наслаждаетесь, ваше хорошее сукрити, благоприятное сукрити, оно уничтожается этим, расходуется. Are you vegetarian? Ты вегетарианец? Is the little boy? He is. Don't lie. Really? Не ври, правда? Мясо не ешь? Huh? Oh, he's lying. Врет. Anyway, so born in aristocratic family, born in pious family, this is a result of good activities. Итак, рожденный в аристократической семье, рожденный в благочестивой семье, все это результат благочестивой деятельности, благочестивой сукрити. Some people always have money but never work. How come? У некоторых людей всегда есть деньги, но они никогда не работают. Как же это происходит? Some people are always healthy no matter what they do. Некоторые всегда здоровы, неважно, чем они занимаются. It's called material sukriti. Это называется материальное сукрити. Easily they're born in wealthy families. Easily they have lots of success, fame, good fortune. Очень легко им все дается, то есть они рождены в какой-то богатой семье, и легко очень к ним приходит успех. But that is temporary. Но это все временно. Okay. When your good activities are exhausted, your good fortune also finished. Когда ваша благочестивая деятельность израсходуется, ваша удача также закончится. But Bhakti Unmukh Sukriti is not like that. Но Бхакти Мукх Сукрити, оно не такое. It's eternal. Оно вечное. No, it's never lost. Оно никогда не теряется. Birth after birth you collect it. Но жизнь за жизнью вы его собираете. And bhaktistu bhagavad bhakta sangena parajayate satsanga purvati pumbi sukriti purva sanchate. When your sukriti is full, that's how you get the association of the pure devotees of Krishna.
И когда ваше сукрити набирается в достаточном количестве, вы обретаете общение с преданными. Therefore, not everyone has the sukrti, the spiritual merit, to get the association of sadhus. И тот, у кого нет достаточно сукрити, он просто не может обрести общение с преданными. Саду. Understand, sir? Понимаете, сэр? What's his name again? Как вас еще раз зовут? Vova. Okay, so try to understand this. Постарайтесь понять. So many examples in Puranas of sukriti, many examples. Очень много примеров в Пуранах о сукрити. There was one Turkey. Был турок. Turk. He was living in the forest. Он жил в лесу. One hunter came and shot him with his arrow. Turk. Not Turk from Turkey, no. Bird. Куропатка, индейка. Indeka. Now all Turks will be angry, no? One turkey. Одна индейка. Translation problem. И охотник подстрелил его в лесу. So one hunter shot him. И охотник подстрелил в лесу. He fell down. И он упал. His wing was broken. Его крыло было сломано. The hunter's dogs were chasing him. И охотничьи собаки, они гнали за ним. Out of fear of his life, he was running. But because his wing was broken, he was running in circles. Он очень боялся за свою жизнь и бежал. Но так как крыло было сломано, он бежал по кругу. In the middle of the forest was a tulsi plant. А посреди леса было деревце тулси. He did not know. Но он не знал. 3-4 times he circumambulated the tulsi plant. И 3-4 раза он обежал вокруг этого деревца тулси. So by that he gained enough spiritual merit. Next birth he took birth in human form. И этого было достаточно для того, чтобы в следующей жизни он родился в человеческом теле. And he got the association of the devotees of Krishna. И он получил общение с преданными Кришны. Okay, many stories like that. Много историй таких есть. There was a mouse. Была мышка. Mishka. No Mishka. Мышка. What was the other one? Mush. Мушка. Мишка. Мышка. There was a mouse. Мышка. He lived in the temple. Она жила в храме. Before was no electricity. До этого не было электричества, So they used to burn ghee lamps, coconut oil lamps like this. поэтому обычно жгли лампы ги или лампы на кокосовом So масле. that mouse was so fat. И эта мышка, она была очень He толстой, was always drinking, always drinking. потому что все время пила масло это. So one night he was drinking the ghee. И однажды вечером она пила это масло. Then that ghee lamp was about to be extinguished. И эта лампа, она уже догорала. So as he was drinking the ghee, he pushed the ghee wick with his nose and it went up. И чтобы пить вот это масло, она засовывала свой нос в лампу. So that again the lamp began to burn. И лампа снова загорелась. So the mouse attained the result of offering a ghee lamp to the Supreme Lord. И как лампа, эта мышка она подвинула фитиль, фитиль еще раз снова загорелся, и эта мышка получила результат предложения лампы Господу. Not like people go to the church and offer candles. So the mouse offered a lamp to the Lord. Это все равно, что люди ходят в церковь и ставят свечки. И таким же образом мышка, она предложила лампу Господу. That is eternal. И это вечное сокрытие. Mouse got human form. Эта мышка получила человеческую форму жизни. And he got the chance to hear about Krishna. И получила шанс слушать о Кришне. There was a prostitute. Была проститутка. This story in the Puranas. Это история, которая описана в Пуранах. She would go to the temple for customers. Она ходила в храм, чтобы клиентов заманить. Hey, Namahan, Haribol. Hare Krishna. Anyway, she would do that. No? В любом случае, она так делала. But she was addicted to chewing tobacco. Но она была привязана к тому, чтобы табак жевать. But no one sold, lime, you know? Да, еще лайм есть. Who chews tobacco here? Anyone? Кто здесь табак жует? Oh, Ты. burns your mouth. Она, в общем, жжет рот. So they put white lime to stop the acid. И нужно лайм положить для того, чтобы остановить жжение. Understand? Понимаете? So in the temple, no lime. А в храме лимона нет. Before they use lime. What? И звездку. Да. Камень, ну
Yes. No lemon. Lime. Ну, лайм хорошо, да, и звездка покрывает. What is lime, you know? Okay, before they don't use cement, they use lime. Они не использовали цемент, использовали звездку. Okay, specific. So the prostitute, with her fingernails, she was scraping the lime to eat with the tobacco. И эта проститутка, она отскребала эту звездку для того, чтобы заживать табак. She died after some time. Потом, через какое-то время, она покинула тело. But she could not go to hell. Why? Но она не могла попасть в ад. Почему? She did service. Потому что она совершила служение. She cleaned the temple of Lord Vishnu. Она очистила храм Вишну. So instead of going to hell again, she got the human form and got chance for association. Поэтому вместо того, чтобы пойти в ад, она снова получила человеческую форму жизни и получила общение. This is called sukrti. Это называется сукрити. Why? Everything has a power. Почему? Потому что у всего есть сила. Even if you don't know, still that power will work. Даже если вы не знаете, все же эта сила будет работать. If you drink vodka by accident, it will still work. Если даже вы водку вы выпьете случайным образом, эта водка будет работать. We take medicine, we don't know what is inside, but still it works. Мы принимаем лекарства, мы не знаем, что там внутри, но все же это работает. Devotion is millions of times more powerful than medicine, poison. Преданность, она гораздо в миллионы раз более могущественная, чем лекарство или яд. If you do it, even if you don't know what you're doing, devotion will give result. Даже если вы не понимаете, что вы делаете, преданность даст результат. Like when we were children, our bus would go past the Hare Krishna temple every day. Когда, как, например, мы когда были детьми, в нашем автобусе мы все время проезжали мимо Харе Кришны каждый день. Then some of the boys, not me of course, we would call out, "Loser, Hare Krishna, ha, loser, get a job," like this. И некоторые из детей, конечно же, не я, они кричали из окон: неудачники, Харе Кришна, работу найдите себе. I did not, but the other boys would. Конечно, я этого не делала, но другие мальчики делали. We don't know, but we're chanting Hare Krishna. We don't know. Мы не знали об этом, но мы повторяли Харе Where Кришна. is Hare Krishna? Where? Like, Где эти Харе Кришны? this is also sukriti. Это тоже сукрити. Don't know what we're chanting, Мы не знали, что мы воспеваем, but still result is there. No? но все же результат пришел. So after many lifetime, he collect this sukriti unknowingly. И через большое количество жизней мы собираем это сукрити неосознанно. This sukriti pushes him towards devotion. И это сукрити подталкивает его к преданности. The more sukriti, the more powerful it pushes. И чем больше сукрити, тем сильнее толкает. No, Gurudev would tell one story. Гурудев рассказывал одну историю. There was one devotee, he would go begging. Был один преданный, он ходил собирать пожертвования. No. Huh, this is true story. Это, кстати, истинная история. The brahmacharis would go for collection, go for begging. Брахмачари, он ходил собирать пожертвования. Monks should not do business, they should maintain themselves by begging. Монахи, они не должны бизнесом заниматься, они должны собирать пожертвования. So there was one lady who would never give any donation, never, nothing. Была одна женщина, которая никогда не давала никаких пожертвований. So Prabhupada, and she would abuse the devotees, something abused. И она все время ругала преданных. So Saraswati Thakur told that brahmachari, you say at least give some ashes. И Сарасвати Такур сказал Брахмачари: попроси у нее хотя бы пепла. Means at least she gives something. По крайней мере, что-то она даст. Because ashes from cooking no value at all. Потому что пепел с кухни, в нем нет никакой ценности. So the brahmachari would collect ashes. И Брахмачари, он собирал этот пепел. And that ashes he would take back to the temple and would use that to clean Krishna's plates, Krishna's bells, Krishna's paraphernalia. И этот пепел он собирал, использовал для того, чтобы мыть посуду Кришны, параферналии разные. So, still awake? Alexa, Бодрствуйте, Алексей. what did I just say? Что я только что сказала? Браман собирал пепел. He collected ashes. No, I said, Alexa, are you awake? Нет, я спросила: Алексей, вы бодрствуете? Anyway, so Ладно, в любом случае. after 2-3 months, that woman wondering why this brahmachari collecting ashes from me every day? What practical use? What use? И через несколько дней эта женщина задумалась: зачем же этот брахмачари берет у меня пепел? В чем смысл?
So one day she went to the temple И однажды она пошла в храм. and she saw they cleaning Chakraji's plate and everything with her ashes. Then she started to weep. И она пришла в храм и увидела, что они моют параферналии и посуду тем пеплом, который она давала. И она начала рыдать. Because devotees use her ashes in the service of the Lord. Потому что преданные использовали ее пепел для служения Господу. She did some service. Она сделала небольшое служение. So I want to finish the story of King Nriga. Давайте закончим историю о царе Риге. So then Nriga asking, "Oh Krishna, what good fortune I now have to see you face to face." И этот царь Рига сказал: «О Кришна, какая же благая удача, что я вижу сейчас тебя лицом к лицу». One cannot get Krishna by donating cows. Потому что человек не может обрести Кришну, просто раздавая коров. So it's described one time one Vaisnava of Krishna, one devotee of Krishna came to the king. King said, "How many cows you want?" "I don't want cows." "How much gold you want?" "I don't want gold." "What do you want?" "Please give me a copy of the Bhagavatam." И что же случилось? Невозможно обрести вот этот результат, просто раздавая коров. Пришел однажды один вайшнав к этому царю, и царь спросил: «Сколько коров ты хочешь?» «Я не хочу коров». «Сколько золота ты хочешь?» «Я не хочу золота». «Что же ты хочешь? Пожалуйста, дай мне копию Шримад Бхагавата». The king was thinking, Царь подумал: ну, у него не все дома. he wants a book. Ты хочешь книгу? I can give him gold, silver, jewels, land, elephants, horses. Я могу дать тебе Шломника. золото, серебро, коров, слонов. Что ты хочешь? Land, Землю, gold. золото. He only wants one book. А ты хочешь книгу? That time was no printing press. Тогда не было печати. Everything written by hand. Все рукой переписывали. So one day the king, he gave Bhagavatam to one devotee. И вот однажды царь, он дал Бхагаватам одному преданному. This is devotion, no? И это преданное служение. He served the devotee. Он служил преданному, послужил As a преданному. result of that, he could see Krishna face to face. И в результате этого он смог увидеть Кришну лицом к лицу. So who will come, who will be attracted to these topics? Who has a stockpile of sukrti. И кто же придет, кому будет интересно слушать все эти темы? Тот, у кого есть созревшие сукрити. Maybe Dennis only has a little bit. Может быть, у Дениса немножко есть. How old are you, Dennis? Сколько вам лет, Денис? Лет сколько? 36. Starting pen. Старый фильм. You are coming late. Вы поздно пришли. Anyway, still, В любом that случае, means sukriti a little weak. это значит, сукрити немножко слабые. But coming, by hearing Katha, you get more sukriti. Но слушая катху, вы больше сукрити обретете. That means you can come next time. Значит, что в следующий раз вы тоже можете прийти. Hearing about Krishna, chanting his names, taking prasad, Слушайте Кришны, воспевать его имена, принимать прасад. this all sukriti. Все это сукрити. So when sukriti becomes complete, he gets a chance to associate with the sadhus. Когда сукрити становится полным, у нас появляется шанс общения с саду. Understand? Понимаете? And by hearing from devotee, he developed faith in the process of Krishna Bhakti. И слушая от преданного, у нас возникает вера в Кришна Бхакти. Feeling anything, Чувствуешь Matushka? что-то? Feeling anything? Чувствуешь что-то? Really? Don't lie. Правда? Не ври. Some hope? Какая-то надежда есть? She said, I don't lie. Huh? She said, I don't lie. Okay. Why you are feeling something? Last night, many people came to class. Почему же ты что-то чувствуешь? Вчера очень много людей пришло на лекцию. He gave 1,000 rubles yesterday, А он вчера 1000 рублей дал. right? Правда? Or was it 100? Или там 100 было? 1,000. That's right. Нет, I 1000. mean, he did some service. Да, он сделал какое-то служение. So by this service, one develops greed to hear. И благодаря этому служению он развил желание слушать. Bhagavatam says, Бхагаватам говорит, by serving the devotees, one develops taste in hearing topics of Krishna. служа преданным, мы развиваем свое желание служить Кришне. Hearing about Krishna is devotion. Слушать о Кришне — это преданность. So one develops so much taste, so much greed for hearing. И этот человек обретает очень много вкуса и жадности к слушанию. So I want to tell one history. What time we finish? Сколько нам закончить?
Don't worry, we'll be finished before that. Главное, что мы раньше закончим. People, and tomorrow night is last night. No? Завтра, да, здесь последняя лекция. Morning time, we're also doing something in a park. Утром мы тоже собираемся в месте, где Махарадж You want to остановился. come in morning also? Если кто-то хочет прийти с утра, милости просим. So material sukriti and spiritual sukriti are two separate things. Итак, материальное сукрити и духовное сукрити — это две разные вещи. That's why sometimes even very, very sinful person can come to bhakti. Поэтому иногда даже очень греховный человек может прийти к бхакти. Because spiritual sukriti not disturbed by so-called sinful activities. It's not lost by that. Потому что духовное сукрити, оно не может быть побеспокоено так называемым материальным сукрити. Right, Dennis? How many sausages you took? Millions, right? Правда, Денис? Сколько сосисок ты съел? Миллионы? But still, some sukriti is there pushing you to bhakti. Но все же какое-то сукрити есть, и оно подталкивает вас к бхакти. So bhakti is the only thing not lost. Поэтому бхакти — это единственная вещь, которую мы не можем потерять. Only gain. Только приобретаем. So I want to tell one history. Я хочу рассказать вам одну историю. This history told also by Chaitanya Mahaprabhu to Sanatana Goswami. Эта история была рассказана читанием Прабху Санатана Госвами. I think most of you have heard of the great saint Narad Rishi. Я думаю, что большинство из вас слышало о великом святом Нараде Риши. Have you heard, Mother? Вы слышали, матушка, Narad? о Нараде? Нарада Риши не слышали? Нарада Риши. Yeah. Про Нараду слышали? See, everyone heard of Narad. Да, все слышали о Нараде. I bet you 1,000 rubles. Any Indian you meet in the street, have you heard of Narad? He will say yes. Индиан. Yeah. Я могу с вами поспорить на 1000 рублей, что если вы с любым встретитесь в Индии, спросите, слышал ли ты про Нараду, он скажет да. Great Vaisnava, great high-class devotee. Это великий Вайшнав, великий преданный. So much he mentioned in the scriptures. So dear to Krishna. Он очень часто упоминается в Писаниях, он очень дорог Кришне. You say his name, Narad, good fortune come to you. Если вы будете повторять его имя Нарада, то благая удача придет к вам. Narad was walking in the forest Нарада, он шел по лесу, near Prayag, holy place. около Праяга. Then he saw one deer. И он увидел одного оленя. He'd been speared by an arrow. Олень был ранен стрелой, He was not dead, но он не был мертв, half dead. он был полумертвый. His legs had been broken. Его ноги были сломаны, And he was crying in pain. и он плакал от боли. Narad walked further, he saw one wabbit. Нарада пошел дальше, и он увидел кого? Кролика. Krolik, that's right. Same result. Тот же результат. He saw one swinya, Он увидел одну свинью, one shlongika. слоника, Many animals like this. Half dead, много подобных животных. То есть они были полумертвы, one after another. один за другим. Then Narad saw one hunter, И Нарада увидел охотника, very black, очень черного, red eyes, с красными глазами, very fierce and cruel. очень яростного и жестокого. He was about to shoot his arrow at one deer. И он стрелял, натянул свою тетиву, чтобы выстрелить в одного оленя. So Narad Muni chanted, Haribol, Haribol. И Нарада Муни начал воспевать Харибол, Харибол. Say Haribol. Скажи Харибол. Скажи Харибол. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Narad Muni bajai bina Radhika Ramana name Nama mani utita hoy Pakata gita sane Narad Muni bajai bina Radhika Ramana name. Always he's chanting Radha Raman, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Always. Он всегда воспевал Рада Раман, Хари Рам. But his voice very nice. Но у него был очень хороший голос. We sing everyone runs, Ну, мы поем. but he's singing very sweet. А он поет очень хорошо. He have a viola, what's it called? Like violin, no? У него вина есть. Like Nimi Maharaj plays. So, whatever he sing, that violin automatically match his voice.
Когда он поет, эта вина, она сама подстраивается под его голос. That was given to him by the Lord himself, Lord Narayana. Эта вина особенная, она была дана ему, самим Господом. So, when the deer heard the sound of Narad singing, the deer ran away. Когда этот олень услышал голос Нарады, его пение, он убежал. And the hunter was very angry. И охотник очень разозлился. So, when he looked at Narad, he could not abuse him. Но когда он увидел Нараду, он не мог его оскорбить. So, his heart completely changed just by seeing Narad. Это значит, что его сердце полностью изменилось, даже просто от того, что он взглянул на Нараду. That is the power of the devotee. Такова сила преданных. Just by seeing them, all sins run away. Just by seeing them. Просто из-за того, чтобы их увидеть, и все грехи разбегаются. Bhaktivinoda Thakur sang. Бхактивинод Такур такое сказал. Oh, what is it? Darshan pavitra koro e tumaragun. Just seeing the devotee, all sins run away. То просто при взгляде на преданного все грехи исчезают. Yesham smarat pumsam sadat saidyanti vaigriha kimpuna darshana sparshana pada sochana ashana adibi. If someone just remembers the devotee, all their generations are purified. Если просто кто-то помнит о преданных, все поколения очищаются. Is that your wife, isn't it? Это жена ваша, да? Не так ли? Where is she? Где она? Где жена? She didn't come. Она не приехала? Take sannyas. Прими саньяс. So, what do we say? Just by remembering Vaishnava, someone purifies all their family, all their forefathers. Просто помня Вайшнаве, человек очищает все поколения. Kimpuna darshana sparshana pada sochana ashana adibi. If you get such a result by remembering a devotee, what to speak of seeing him? Если вы получаете такой результат, просто помня о преданном, что же будет, если вы его увидите, прикоснетесь к нему? Pada sochana, washing their feet. Будете омывать его стопы, Asana, offering them a seat. Предлагать место для сидения And hearing from. и слушать от него. Means if someone just remembers, imagine from the other activities, the result will be even more. Представьте, если кто-то просто помнит и уже такой результат, то от любой другой деятельности будет результат Because they больше. carry the Supreme Lord in their heart, they are possessed of unlimited potency. Так как они переносят имеют Святого Господа в своем сердце, поэтому у них безграничный потенциал. Bhutani Tirtha Bhutane Swanta Stena Garaputta. They purify even the holy places. Они очищают даже святые места. So the hunter he changed just by seeing Narad. He wanted to abuse but could not. И этот охотник, он изменился, просто взглянув на Нараду. Он хотел его оскорбить, но не мог. Hunter became very humble. Этот охотник стал очень смиренным. He said, "Oh Gosai." Gosai means one who's the master of his senses. О Гасай. Гасай означает того человека, который покорил свои чувства. Why you left the path? Why you came here? Почему вы сошли с пути? Почему вы пришли сюда? Narad Muni said, "I have one doubt, one question. Нарада Муни сказал, у меня есть одно сомнение, один вопрос. Why you half kill the animals?" Почему ты наполовину убиваешь животных? Then Hunter said, "I learned my name is Magrari. Охотник сказал, мое имя Муграри. Mriga means animals, Мрига означает животное, especially deer. No? особенно олени. So I am called enemy of animals, Magrari. Поэтому меня зовут Муграри, враг животных. Okay, how many Magraris out there? Итак, сколько же здесь Муграри? All should become vegetarians. Всем нужно стать You're вегетарианцем. vegetarian, sir? Сэр, вы вегетарианец? Да. Yes. Да. All glories to you. Вся слава вам. Okay. So Magrari means enemy of animals. Итак, Муграри означает враг животных. My father taught me this. Мой отец научил меня этому. All our bad habits, where we learn from. Все наши плохие привычки, от кого мы их учим? Dennis, who taught you sausage eating? Денис, кто вас научил сосиски есть? Mother, father. Мама, папа. Who taught you drinking? Кто вас научил пить? Mother, father. Отец, Right. мать. Правильно? Don't worry, mine also taught me, don't worry. Не волнуйтесь, мои тоже меня учили. We learn all these things from birth. Мы все эти вещи с рождения учили. All bad habits come from association. Все плохие привычки приходят от общения. Magrari said, I learned from my father. Муграри ответил, я
научился этому от отца. And when I do it, I feel very happy also. И когда это делаю, я тоже испытываю счастье. Hare Krishna. Харе Кришна. So, Narad Muni said, I want one donation from you. Нарада Муни сказал: я хочу от тебя одно пожертвование. What donation you want? I can give you tiger skin, Какое пожертвование ты хочешь? Я могу тебе дать шкуру тигра, deer skin. шкуру оленя. Saintly persons sometimes use tiger skin, deer skin. Иногда святые люди, они используют шкуру тигра или шкуру оленя. I can give you that. Я могу тебе это дать. Narad Muni said, no, I don't want that donation. Нарада Муни сказал: нет, я такое пожертвование не хочу. What donation you want? Какое же пожертвование ты хочешь? Promise me you'll fully kill the animals. Обещай мне, что ты полностью будешь убивать животных. Then Magrari, why? Муграри удивился: почему? By fully killing there is some sin, but by half killing there is great sinful reaction. Потому что если ты полностью убиваешь животных, у тебя есть грех. Но если ты обретаешь, грешишь, но полубивать животных — это огромный грех. Narad Muni threw some water from his kamandalu. Then the eyes of Magrari opened. He could see all the animals he had killed waiting for him in the next life. Нарада Муни взял свою камандалу и брызнул немножко воды на глаза этому охотнику, и он прозрел. Он увидел, что все эти животные ждут его в следующей жизни для того, чтобы разобраться с ним. All the sausages are waiting for you. И как Денис, все сосиски ждут вас. Magrari became full of fear Муграри очень сильно испугался, because he didn't know all these things. потому что он не знал всего He's a этого. very simple person. Он был очень простым человеком. When he saw the result, this will be the result of my bad activities. И когда он увидел, неужели это результат моей греховной деятельности, So much he became afraid. он очень сильно испугался. So he had, oh great saintly person, please save me. О, великая святая личность, пожалуйста, спаси меня. How my sins can be destroyed. Как же мои грехи могут быть уничтожены? Then Narad Muni said, I tell you on one condition, Я скажу тебе при одном условии. break your bow. Сломай свой лук. Ready, Yaroslav? Ярослав, готов? What does it mean? Что же это значит? Give up nonsense. Нужно прекратить заниматься ерундой. Okay, Madhavi, finished? Мадhavi, закончил? If we want to practice spiritual life properly, we have to give up sinful activity. You have to give up. Если мы хотим заниматься духовной жизнью нормально, действительно, то нужно оставить греховную деятельность. Otherwise, how you get the result? Иначе как ты получишь результат? You're trying to make a fire and pouring water on it, you'll never make anything. Если ты пытаешься разжечь огонь, но при этом поливаешь его водой, то никогда ничего не загорится. So someone who wants spiritual life has to be determined. I must give up illicit activities. И тот, кто пытается заниматься духовной практикой, у него должна быть вот эта целеустремленность. Я обязан оставить греховную деятельность. Okay. In these countries, hard because everyone doing it. В этой стране очень сложно, потому что все этим занимаются. Illicit sex, Незаконный секс, sex outside of marriage, секс вне брака, meat eating, поедание мяса, intoxication, интоксикация, no more ganja, курение, ганджа, cigarettes, сигареты, the big V, vodka. водка. All these things you must give up. Все эти вещи нужно бросить. And gambling. И азартные игры. No mega ball. What they call it in Russia? Powerball they have. Lottery. Лотереи. Lottery. All these things must give up. Все эти вещи нужно оставить. Otherwise, how you get the result of spiritual life? Иначе как вы получите какой-либо результат от духовной жизни? These days, so-called guru, come, enjoy everything, don't worry. You can do this and still attain perfection. В этот век так называемые гуру говорят: приходите, вы можете делать все, что хотите, и все же вы получите результат. No, disciple have to pay the price. What is that? I must give up illicit actions. Нет, ученик должен заплатить определенную цену. И что же это за цена? Он должен оставить неблагоприятную деятельность. Someone saying there's no ganja in Russia. I know that's completely false. Некоторые говорят, что в России ганджи нет, но я знаю, что это абсолютно неправда. So, this is big test. И это очень большой тест. Magrari afraid, but Prabhu, no, this is how I live. I don't know anything else. How will I eat? Муграри был очень испугался. Он сказал: о, Прабху, но это то, как я себя поддерживаю, как же я буду жить, что я буду есть. I will feed you. Нарада сказал: я буду тебя кормить. Hunter believed. И охотник поверил. He broke his bow. И он сломал свой лук. Now it said, bring your wife.
Народ сказал: приведи свою жену. They both took bath. И они оба приняли омовение. Then Narad Muni said, you chant always these names. И Нарада Муни сказал: всегда повторяйте эти имена. Ninanta tulsi sevana adanam sankirtan duisigra pabe Sri Krishna charan. Always serve Tulsi. Всегда служи Тулси. This morning we talked about her. Сегодня утром мы об этом говорили. And always chant the names of Krishna. И всегда воспевай имена Кришны. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Always chant. Всегда воспевай. If you do these things very quickly, you get Krishna. Если ты будешь делать эти две вещи, ты очень быстро обретешь Кришну. So Hunter moved with his wife into the forest. И этот охотник переехал вместе со своей женой в лесу. No more Лес. hunting. Больше не охотился. And they just chanted the names. И просто воспевал имена. Narad Muni left. Нарада Муни ушел. After some time, he came back to visit his disciple. Через какое-то время он вернулся для того, чтобы навестить своего ученика. He came with another great saint called Parvat Rishi. И он пришел с другим великим святым, которого звали Парвата Риши. When the hunter saw Gurudev has come, И когда охотник увидел: о, Гурудев идет, then the hunter became ecstatic. этот охотник, он впал в экстаз. So he's so happy he began dancing. Haribol. Он был так счастлив, что он начал танцевать. He wanted to bow down, И он хотел поклониться, but he could not because on the path was many insects. но он не мог, потому что на дороге было очень много насекомых. So with his cloth, he moved the insects. И своей одежды он смахнул всех насекомых. He did dandavats, full dandavats. И он предложил полный дандават. He took his Guru and Parvat Rishi, very affectionately he sat them down, washed their feet, gave them some fruits, some water. И он очень почтительно отнесся к Нарада Риши и его другу. Он предложил им место для сидения, омыл стопы, предложил им фрукты. He began dancing in ecstasy. И начал танцевать в экстазе. Tears flowed from his eyes, his hair stood on end. Слезы лились из его глаз, His voice choked. его голос прерывался. Dennis, say Hare Krishna. Денис, скажите Харе Кришна, Tears pouring from eyes. что из глаз слезы полились, Still no change. что еще нет никаких изменений. Means we are not chanting with pure devotion. Это значит, что мы не воспеваем с чистой преданности. Therefore, Bahu Janma, what is it? Bahu Nam Loila Na Hoilo Vikar. Despite chanting the holy name so much, we are not feeling transformations of the body. Неважно, как бы мы не воспевали святое имя, мы все еще не чувствуем, наш голос все еще не прерывается. That means prem is not coming. Это значит, что прямо не пришла еще. No perfect chanting. Нет идеального воспевания. Gauranga bolite habe pulak sariya hari hari bolite nayana bhavin. When that time comes, when I will chant Hari Hari with my voice choked and tears coming. Когда же я начну воспевать Хари Хари, когда я буду воспевать, чтобы мой голос прервался и из глаз полились слезы. So you cannot see in this world. Very rare to see like that. Это очень редко в этом мире, когда так воспевают. How rare is this type of bhav bhakti? Very rare. Насколько же редко такое воспевание Бхава Бхакти. So Parvat Rishi became astonished. Парвата Риши, он поразился. This thing you cannot even see in Brahma and Shiva and other liberated souls. This type of devotion. Такую преданность невозможно найти даже в Брахме, и Шиве и других возвышенных преданных. Even liberated souls you cannot see like that. Даже других освобожденных душах невозможно такое. But this hunter, full of ecstatic symptoms. Но этот охотник, он полон симптомов экстатических. So Parvat Rishi became astonished. И Парвата Риши, он изумился. And he glorified Narad. Oh Narad, really, you are like a touchstone. Anyone you touch becomes gold. И Парвата Риши, он изумился. О Нарада, ты подобен философскому камню. Все, чего ты касаешься, превращается в золото. Therefore it's recommended in this age, people always chant Jai Nitai, Jai Gaur, Jai Nitai Gauranga, Jai Sri Advaita. These names very quickly give prema. И поэтому в этот век рекомендовано, люди всегда должны воспевать Джай Нитай, Джай Гор. Эти имена очень быстро дают премию. Chaitanya Nityananda Jai Dake, Jai Dake, Ba Sunirmala Krishna Prem Anveshanaja. If someone chants Jai Nitai, Jai Gauranga, Jai Gaura Hari, Jai Sachinandan, then Krishna Prem chases after them.
says And Bhaktivinoda Thakur. Бхактивинод Такур говорит, что если кто-то воспевает Джанита и Джагауранга, то за этим человеком премом бежит следом. Okay. So he said, Narad, anyone you touch becomes gold. You are like that. И было сказано Нарада, все, кого ты касаешься, они превращаются в золото. Then Narad asked, oh, Vaishnav? No hunter anymore. Он Нарада спросил, о, Вайшнав, вышел мне охотник, You have any problem? у тебя какие-то проблемы есть? Gurudev, only one problem. О, Гурудев, есть только одна проблема. Too much food. Слишком много еды. Because when everyone heard the hunter became a Vaishnava, everyone would go to see him. Потому что где бы он кто бы не услышал, что охотник стал вайшнавом, все приходили, чтобы его увидеть. They would give some grechka, some kartoshka, some smetana И like все this. приносили какую-то гречку, картошку, сметану. So Maharaj said, only problem I have too much food. I cannot eat. И Муграри сказал, о, есть только одна проблема, у меня слишком много еды, я не могу все So это please съесть. don't send so much, just send a little bit. Поэтому, пожалуйста, не отправляй столько так много, ты просто немножко отправляй. So there's many examples in scripture. Even the worst person can achieve the highest perfection if he follows the instructions of a truly saintly person. Поэтому есть такие примеры в Писаниях, когда даже самые худшие из людей, они обретали совершенство, действительности следуя, искренне следуя Shanti словам. ante kalata virakta mana sunita asabanda samutkanta sadanam ganaruchi. Ashaktas tadgunake pritistad vasatastane. These 9 symptoms in person who has really achieved bhav, not just some pretender. Которые, если они действительно следовали словам святого человека. Есть 9 признаков действительно святых. Haripriya, still chanting Хариприя, ты все еще успеваешь? every day, Каждый день? doing Ekadasi? И Кадыши соблюдаешь? Okay. Окей. Real saintly person means who never wastes a moment of time. So always peaceful, never disturbed. Действительно святой человек, это значит, что он всегда спокоен, никогда его невозможно вывести. Many causes for disturbance may be there, but not disturbed. То есть может быть очень много причин для беспокойства, но он никогда не Virat, беспокоен. completely detached. И он абсолютно не привязан, Man sunita, never demand respect. никогда не требует почтения. Asabandha, always hopeful, Krishna will give mercy. Он всегда надеется, что Кришна даст милость. Samutkanta, always enthusiastic. Он всегда обладает энтузиазмом. Sadanam ruchi, always taste enchanting. Он всегда вкушает воспевание. Always attached to hearing and speaking about Krishna. Он всегда привязан к тому, чтобы слушать и говорить о Кришне. Pritistad vasatastale, they don't like to leave the holy place, Vrindavan Mayapur. И последнее, мне нравится оставлять Вриндаван, святое место. In all Gurudev disciples, thousands of disciples, only I saw this in one person. И у Гурудева 1000 учеников, и я видел все это только в одной личности. So rare to find that type of devotion. Очень сложно найти преданность такого уровня. So if you associate with someone like that, you will get something that's life Dennis. И если вы будете, Денис, общаться с кем-то таким, вы даже в этой жизни обретете очень многое. And if you follow someone who is attached to the opposite sex, you will just go to hell. А если вы будете привязаны к тому, кто привязан к противоположному полу, то вы просто в So ад try to пойдете. follow real sadhu. Поэтому нужно пытаться следовать истинному саду. That is called sanga. Это называется санга. Not just be with the sadhu and have your photo taken with him. This is not called sadhu sanga. Просто, Look, I'm with Gurudev. Look how close I am. просто показывать фотки, на которых вы с Гурудевом, это еще не является истинной сангой, это еще не признак саду. But who by bhajan is close to Gurudev, by bhajan. Но тот, кто близок к Гурудеву со своим Not баджаном, like mosquito also there, but he just sucking the blood. No? потому что не так же, как комары, потому что комары тоже очень близко, но они просто сосут кровь. Who is close by bhav, by mood, in every way, inside and outside, that is sadhu. Тот, кто близок через баву, через настроение, и внутри, и снаружи, тот и является истинным. Okay, Yaroslav, who can't even follow outside externally, how they follow inside? Итак, Ярослав, если они не могут следовать даже внешне, как же они могут следовать внутри? Это возможно? Come on. Да ладно. Huh? No. Can't even follow outside externally, Gurudev, sannyas, all these things. How you follow Gurudev internally, which is a million times harder.
Как же, если снаружи они не смогли следовать Гурудеву, Саньясу, все эти вещи, как же они смогут следовать внутри? This is easy thing. Just keep red cloth and stay celibate. This is very easy. Это очень легкая вещь. Просто нужно носить шафрановую одежду и держать целибат. Это очень легко. Can't do that. How are you going to become a gopi? А если ты не смог сделать даже этого, как же Which можно is a million стать times гопи? more higher. Это в миллионы раз выше. Anyway, В so любом proper случае, sadhu we follow, you get the result. если мы следуем за правильным саду, то мы получаем результат. Seva sadhaka rupana siddha rupana chaturhi tadbhavita lipsita kaja brajaloka sadhata. Follow externally and internally, both ways, then you can get good result in this life. Следуя внешне и внутри, мы можем получить правильный результат. Okay. Following the line of thought, Ну, как понятно, last night we talked about следует how the soul came in material existence. Вчера вечером мы обсуждали то, как душа попала в материальное существование. All souls have an eternal nature as servants of Bhagavan, Все души имеют вечную природу слуг Бхагавана, but we have forgotten. но мы забыли. But who collect sukrti birth after birth, they get a chance for sadhu sang. Но мы собираем сукрити жизнь за жизнью, и у нас появляется шанс садхусанги, Association of devotees. общение с преданными. By following them, watching their character, hearing, one develops faith. И следуя за ними, наблюдая за их характером, человек обретает веру. I will also do that. И я тоже так буду. I will follow this. Я буду следовать этому. I mean, devotion has now come. Это значит, что преданность приходит. By devotion, heart becomes purified, Благодаря преданности сердце очищается. and gradually he achieves pure devotion. И постепенно человек обретает чистую преданность. Okay. Having achieved pure devotion, he never takes birth again in this world. И тот, кто обретает чистую преданность, никогда больше не рождается в этом мире. Any questions from the people? Есть какие-то вопросы? Padma, what Gurudev gave around your neck? Падма, что дал тебе Гурудев? He gave Tulsi or he gave Rudraksha? Он тебе Тулси дал или Рудракшу? Try and follow Gurudev. Поэтому старайся последовать Don't Гурудеву. think Gurudev has gone. Не думай, что Гурудев ушел. You're there watching. Гурудев наблюдает. We follow him, we get something. Если мы следуем тому, что он говорил, Okay. мы получаем что-то. Any questions from the people? Есть вопросы от людей? Mother, any question? Матушка, есть какие-то вопросы? No? Anything? Everything is answered. Sorry? She got answered. This guitar, everything is there. Ну, в этой катхе все есть. Not even one question. Что даже одного вопроса нет. What's her name, Mother? Как вас зовут, матушка? Yes, Елена. Elena. You didn't come last night. Вы не приходили вчера вечером? Why not? Почему? Working. That's no excuse. Это не оправдание. Okay. So please take these names. Пожалуйста, возьмите эти имена. Come to Vrindavan. Приезжайте во Вриндаван. Who is coming? Кто приедет во Вриндаван? Everyone put up your hand. Поднимите руку те, кто едет во Вриндаван. Come on, put up your hand. One time. Так, все один раз. Your wife's there. I'll tell her you don't have interest in going to see her. Ваша жена сказала, что... Okay. Take it. So come tomorrow night. Так, приходите завтра вечером. Is that last night, right? No, tomorrow one more. Last night tomorrow. Okay. Please come tomorrow night Завтра вечером приходите, пожалуйста. because 2 days of hammering have to put some nice thing on the top. Потому что 2 дня молотком отбивал, нужно что-то сверху хорошее. We should know what is Krishna's service there, Вы можете узнать, что такое служение Кришне. how they're serving him, how sweet that is. Как служить ему, как сладостно это. So tomorrow night we'll discuss that, touch that. Завтра эту тему будем обсуждать. Okay. So Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.